Всем привет! Как вы поняли из названия ролика и по виду пилы, которая находится передо мной, это обычная дисковая пила. Не стоит обращать внимание на бренд. Как я говорил, она у меня уже работает 7 лет, безотказно, слава богу. И сегодня я хочу продолжить серию своих рассказов «Столярка без станков». То есть сегодня я предложу вашему вниманию небольшое такое видео, как можно сделать из такой дисковой пилы небольшой распиловочный стол. Я таким пользовался до того, как у меня появился первый станок. Я делал именно такой стол. Единственное отличие от сегодняшней самоделки: у меня была дополнительная железная пластина по типу такой, которая есть на фрезере, и я ее уже вмонтировал. Но сегодня я расскажу самый-самый простой вариант, который реально работает и которым можно пользоваться. Итак, имеем дисковую пилу. По большому счету, она может быть совершенно любая. Ну, у дисковой пилы какие есть функции? Мы можем с помощью специальных рычажков регулировать вылет диска. Это самое главное, что должно быть у пилы. Если это регулируется, то можно сделать функциональный распиловочный стол. Итак, первое, у нас есть пила. И второе, здесь я обращаюсь к одному из прошлых своих видео. Тот, кто смотрел, знают, кто не смотрел, смогут посмотреть по ссылке. Это специальные салазки, с помощью которых я выравнивал при помощи фрезера доски. То есть сделал из фрезера ручного рейсмус. Мы немножко сегодня ее, скажем так, подпортим, но функционал ее не изменится. То есть ее можно дальше будет использовать. Что я хочу сделать? Я хочу закрепить дисковую пилу именно с этой стороны, перевернуть, и с другой стороны у меня получится распиловочный стол. Что мне для этого надо? Как я уже сказал, я должен поднять максимально пилу, чтобы у меня была здесь ровная площадка. Ну, посмотреть здесь все регулировки, то есть ее надо полностью отпустить. Дальше я устанавливаю, пока примеряю пилу на салазках на этих, ну назовем так, на будущем распиловочном столе. Что здесь надо учесть? Здесь надо учесть в первую очередь, что у разных пил по-разному. У пилы есть двигатель. Пилу мы, когда в процессе эксплуатации, мы ее будем опускать. То есть двигатель будет прижиматься к фанере, к нижней. То есть его не должно ничего ограничивать. То есть надо смотреть, чтобы здесь был вот какой-то зазор. Зазор в карандаш, назовем его. Он здесь есть. Дальше желательно, конечно, выставить ровно пилу по отношению к боковым поверхностям. По большому счету, если вы отклонитесь в пару миллиметров, это ни на что не скажется. Но делать надо правильно. Вернее, хорошо. Поэтому, допустим, с помощью штангенциркуля, можно линейки, это не принципиально. Если сюда не влезет штангенциркуль, он влезет. Я откладываю одинаковое расстояние по обе стороны пластины. Вот так вот будем считать, что у нас получилось ровно. То есть понятно, что здесь может быть сдвиг вправо-влево 2-3 миллиметра, это ничего страшного. Что делать по отношению к длине, скажем так, вправо-влево? То есть по большому счету ваш стол может быть вообще вот такой, смотря что вы собираетесь на нем делать. Если мы ведем речь о том, что надо изготовить улей, то есть у нас небольшие, у нас нет там 2-метровых никаких деревяшек, то нам подойдет небольшого размера стол. Конечно, чем он длиннее, тем легче работать. Но также надо понимать, что фанера может изгибаться, и обязательно надо делать, вот здесь уже сделано, такие вот упоры, которые держат фанеру ровно. Итак, я решил поставить, чтобы пильный диск был примерно посередине. Примерно. Визуально. Я не знаю, возможно, он сейчас, когда пила войдет вовнутрь, он будет смещен в одну из сторон, но это не принципиально. Дальше вдруг я
сейчас пошевелю, поэтому я сделаю небольшую обводку карандашом. Ее делать не обязательно. Что самое главное? Да, хорошо, что сделал. Покажу. У любой пилы есть технологические отверстия различного плана для крепления. Возможно, я уже сейчас не помню. Некоторые отверстия я делал самостоятельно, но здесь вот у меня даже нарезана резьба. Возможно, я специально для этого и делал, когда собирал свой прошлый стол. Резьба сейчас, ну так, на вид на 5 или 6. Сейчас посмотрю. Ну, скорее всего, наверное, 5,5 даже. Потому что 6 не входит. Вот, но это не имеет значения. Я сейчас сделаю ее под 6. Вот. И что мне надо сделать дальше? Опять возвращаю пилу на место. Хорошо, что поставил метки. Сейчас по этим меткам выставляю, чтобы еще раз не выставлять. И делаю карандашом отметки. Стараюсь, конечно, по центру. Отверстий всех. Ну, не всех, а те, которые подойдут. Так, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5. А вот 6. Надо обвести. Ну, дальше все традиционно. Я сейчас шилом наколю и сделаю с помощью 6, наверное, сверна. Потому что у меня, ну, как казалось, есть только 6. Я сделаю отверстие. Отметки шилом я делаю для того, чтобы сверло, которое по дереву, оно имеет заостренный наконечник, чтобы она точно вошла в ту точку, которая мне нужна. Подкладываю досточку, многим она уже знакома, и делаю сверление. Я нашел болтики, они не на 6, а на 5, но они идеально, я думаю, войдут. Все, 6. Проверю. Да, заходит. Все отлично. Переворачиваю теперь обратно. Здесь все метки остались. Теперь что мне надо сделать? Мне надо поставить пилу на место. У меня есть уже не только отметки, а есть еще и отверстия. И дальше для начала надо наживить просто. То есть ставить в отверстие. Ну давайте, чтобы вам было видно. Прошло для вас несколько мгновений. Для меня несколько минут. Я закрепил пилу к станине, скажем так, нашей будущей. На 6 болтиков закрепил на каждой по 2 гаечки. То есть по большому счету, если взять сейчас за пилу, то никаких люфтов быть не должно. Ну, с этой стороны выглядит вот таким образом. То есть утоплены гаечки. То есть, ну да, утоплены гаечки. И мы готовы, вернее, я готов к продолжению работы. Что для этого надо? Чтобы был стол, нужно подстолье. То есть вот эту нашу станину надо установить на какие-нибудь опоры. Это могут быть самодельные козлы, самые простые, мини-верстак. Одно главное, наверное, требование, чтобы вот этот двигатель мог поместиться под стол. Сейчас я попробую найти, что у меня есть. По большому счету, это может быть 2 тумбы. Только надо хорошо закрепить будет пилу. Сейчас я поищу. Было у меня предположение и вернусь. Не нашел я ничего подходящего. Козлы, которые есть у меня, стоят на улице под дождем, мокнут. И пока я их не могу использовать. Я нашел свою тумбу, вернее взял тумбу, которую я делал в одном из своих видео. Снял сверху заточной станок
с мокрым камнем. И сейчас поставлю на него станину. Достаточно увесистая получилась вещь. Вот. Устанавливаю станину вот примерно таким образом. Сейчас поставлю тормоза на колесах. И обратите внимание, что я поставил пока вверх пилой. Для чего это я делаю? Мне надо пропилить, ну, паз, вход для пильного диска. То есть для этого я поставил, облокотил на тумбочку, облокотил на стол. Обязательно надо посмотреть, чтобы в зоне пильного диска ничего не было. Дальше включаю в розетку и пропиливаю паз. То есть по большому счету я включу пилу и буду плавно опускать. Только единственное, вот этот защитный кожух, его надо будет в самом начале поддержать, чтобы он не мешал. Итак, сейчас все покажу. Я включил розетку. Вот этим регулируется защита. То есть ее надо немножко отогнуть. Ну и дальше я включаю пилу. Посмотрим, что получится. Все, я закончил пропил. Фиксирую пилу пока в таком положении, как это есть. Здесь 90 градусов. Все. Следующий этап, это, собственно говоря, пиление уже, наверное, можно даже производить. Я переворачиваю станину. Пила закреплена. Вот вы видите пильный диск. Теперь самое главное здесь не запутаться и правильной стороной сориентировать. То есть диск у нас пилит вот в эту сторону. То есть подавать мы будем отсюда. Значит, ну, чтобы мне было удобно, я просто-напросто переверну. Все, установил. Самое главное, чтобы не было помех для двигателя, который расположен вот здесь. И чтобы можно было, самое главное еще одно главное, это хорошо зафиксировать наш стол. Как я всегда говорю, должна быть обязательно фиксация хотя бы в 3 точках, лучше в 4. Теперь, чтобы наш стол превратился в распиловочный стол, нам не хватает одной детали. Дело в том, что при пилении нам надо задавать размер пропила, особенно если мы будем делать четверть, нам надо делать это достаточно точно. Что нам для этого надо? Нам надо сделать параллельный упор. У меня он будет импровизированный, сделать его можно из чего угодно. Это может быть даже правило обычное, это может быть профиль металлический, это может быть металлическая труба какая-то. Я взял деревяшку, она относительно ровная. Чтобы сделать упор и чтобы его можно было выставлять, есть, конечно, несколько способов. То, которым я предлагаю вам воспользоваться. Вам надо взять линейку, это самая первая линия, которая здесь будет, и приложить ее к пильному диску. То есть мы визуализируем, то есть наглядно показываем прежде всего для себя линию реза. То есть все, что будет между упором и этой линией, это и будет необходимая нам величина пропила. Ну, допустим, у меня есть вот необрезной кусочек деревяшки. Я хочу ее, например, обрезать, сделать ровненькую. Здесь примерно, допустим, 4 сантиметра. Я беру, делаю 2 метки. Вообще лучше сделать здесь линейку. Здесь и здесь, с 2 сторон от диска. Просто провести 2 линии и сделать градацию. Это будет проще всего. Но я показываю сейчас схематично абсолютно. То есть делаю здесь 4.
Здесь 4. Провожу линию. То есть расстояние теперь между двумя линиями реза и линией упора равно 4 сантиметрам. Сразу говорю, это очень неточная система. Чтобы сделать ее точной, надо сделать несколько проб. Тогда будет более-менее рабочая версия. И дальше при помощи струбцин, саморезы здесь использовать не нужно. При помощи струбцин надо закрепить Итак, я расклинил пусковую кнопку у пилы. Сейчас включу при помощи автомата. Есть у меня вот такая палка, которую я буду обрабатывать. Обязательно надо иметь толкатель. Ну что, попробуем первый раз, как это получится. Вот я поправил. Я забыл зажать то, что я говорил, вылет пилы. Потому что хотел показать вверх-вниз. Поэтому она немножко опустилась. Сейчас сломаю, пока не нужно, и продолжим дальше. Ну вот, я произвел 2 пропила. То есть видели, какая была доска. Сейчас, рейка. Сейчас она с 2 сторон у меня обработана. Ну, сейчас уже в данном случае с 4. То есть таким простейшим способом можно сделать такой вот распиловочный стол. Понятно, что здесь не получится прогонять там большой погонаж. Потому что, во-первых, будет греться и пила. Она не предназначена для постоянной долгой работы. Но распустить несколько рейк, склеить щит, отформатировать, я имею в виду по ширине, здесь вполне возможно. Поэтому показал то, что было на собственном опыте когда-то. Пользуйтесь. Если есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. В следующем ролике я покажу несколько способов, как можно сделать пазы, вернее не пазы, как можно выбрать четверти. Я буду говорить про улья, четверти для ульев различными способами, в том числе и при помощи вот такого импровизированного пильного станка. Конечно, надо стремиться, чтобы у вас был настоящий пильный стол, пильный станок, но для небольших работ в хоббийной мастерской подобная конструкция может выручить. На этом все. Всем пока. До встречи.